Всем привет, меня зовут Юлия Гендина, вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Мой проект по пледу Аргайлы продолжается. В прошлом видео мы с вами рассмотрели пряжу, из которой я буду вязать. В этом видео я хочу вам показать свои образцы. Итак, давайте посмотрим, что у меня тут навязалось. Ну, начнем с главного, пожалуй. Вот этот образец я связала из пряжи, которой буду вязать сам большой плед. Как я вам уже рассказывала в прошлом видео, это пряжа Dundago 6.1. Вот у меня два смотанных мотка, хотя пряжа, конечно, больше. Начала я с этих двух цветов и из них вязала образец. Dundago 6.1 это тонкая нить, по ощущениям как носочная, то есть где-то 420 на 100 в 100 граммах, может быть даже чуть тоньше. Вязать мне было комфортно, крючком 4. Но это дело личное каждого. Вам нужно посмотреть, какая плотность полотна вам больше подходит, и, соответственно, подобрать нужный крючок. Вот крючком номер 4 из этой пряжи у меня получился вот такой вот образец. Давайте сразу его рассмотрим. Во-первых, для меня, конечно, необычно, что полотно очень легкое, но это для меня, потому что я, в общем, не привыкла вязать из такой тонкой нити. Вот для сравнения, например, это вот из такой нитки я обычно вяжу, это уже более толстая пряжа, я вязала крючком 5,5. Вот такое, по ощущениям, полотно мне, конечно, ближе. Оно тоже драпируется прекрасно, но оно, конечно, толще и пухлее. Dundago, конечно, дает совсем другое и по тактильным ощущениям полотно, и по его плотности. Хотя про плотность она меня абсолютно устраивает. Полотно не рыхлое, вот я могу вам близко его показать, то есть нет каких-то просветов. Важно отметить, что нить уже стирана, то есть она уже распушилась и прекрасно заполняет все пространство между столбиками. Никакого нету вот этого вот эффекта, знаете, дырявого полотна. Все прекрасно, но опять же, вам нужно связать свои образцы и посмотреть, какое полотно вам больше понравится. Дальше, по колкости и прочим ощущениям, это опять же вкусовщина, личное дело каждого. По функциональности абсолютно меня устраивает, я уже представила, какой будет клевый плед. И очень легкий, но он должен быть очень теплым. Что дает мне этот образец? Во-первых, я вижу здесь, я связала два раппорта, то есть вот они, собственно, аргайлы, уже можно посмотреть, как дальше рисунок пойдет. Я его измерю, мне главное понять, сколько он по ширине, потому что я буду вязать плед с бахромой по широким сторонам. Соответственно, мне нужно будет по этому образцу понять, сколько таких раппортов мне понадобится для того, чтобы достичь желаемой ширины пледа. На этом образце мне даже удалось увидеть небольшой переход цвета. Тоже очень красивый, я довольна. То есть здесь я начала с темно-коричневого, постепенно он уже у меня дошел до таких рыжеватых оттенков. Очень красиво. В общем, я очень довольна. Это классический рисунок. В схеме, ссылку на которую я вам дам в описании к этому видео, вы найдете его в одной из вкладок. В других вкладках я вам дала другие варианты этого рисунка. Там есть и не аргайл, то есть просто классические ромбы, а есть именно аргайл. Вот под классическими ромбами, например, может быть же такой рисунок. Это не аргайл, а просто сочетание меньшего размера и большего размера ромбов. Это я просто вяжу здесь подушку себе небольшую, тоже на тонкой пряже. Я вам ее показывала. Это Yarn Art Flowers Alpaca. Она тоже тонкая, но, кстати, она чуть потолще, чем Dundago, чуть-чуть. Я ее тем же крючком 4 вязала. Просто посмотреть, как ляжет эта пряжа, она, видите, такая меланжевая, как она ляжет в ромбах. Вот такая схема, это классический ромб, она тоже там будет в файле. Плюс еще какая есть разновидность, смотрите. Есть еще такая разновидность этого узора. Ну, он у меня здесь не довязан, но идея в том, что, вот вам для сравнения, в этом варианте ромбы есть двух видов, да, есть вафельный ромб, а есть ромб такой классической мозаикой выполнен. А в этом узоре вафельный ромб, а второй ромб вообще практически без мозаики. То есть это просто такие полосатые ряды, да, то есть мы здесь столбиков с накидом не вяжем. В этом случае получается как раз такая теневая немножко мозаика за счет вот таких вот больших ромбов. Они как бы будут чуть утоплены по сравнению с вафельными. Это даст вам больше объем, больше рельеф рисунка. Тут как вам больше нравится. Я выбрала для себя вот такой вариант. Но повторю, что схема к этому тоже будет в файле в описании к видео. Здесь тоже нить толще,
Соответственно, мне было интересно просто по размерам, как он будет, по фактуре полотно. Но я поняла, что раз я решила все-таки из тонкой пряжи вязать, надо все-таки пойти на этот эксперимент. Ну что ж, дело за малым. Измерить образец, посчитать, сколько раппортов мне понадобится в ширину. Не забудьте сделать симметричным ваше полотно по рисунку, потому что раппорт, если вы наберете столько петель, сколько нужно раппортов, то у вас с левой стороны может немножко обрубиться рисунок, потому что в раппорт такой ромб входит не целиком, там обычно минус 1 петля. Поэтому посмотрите, сколько вам в конце не хватит до симметрии, и прибавьте необходимое количество петель. В данном случае вот я прибавила еще 1 петлю, чтобы у меня вот этот вертикальный ряд здесь был, и чтобы полотно было симметричным. Но это если для вас это важно и критично, так-то можно и не париться. Еще обратите внимание, я вязала здесь без первого ряда. То есть я вот первым коричневым цветом набрала цепочку воздушных петель, и следующим рядом в нее провязала уже второй ряд молочного цвета, потому что мне нравится вдруг в последнее время вот такая вот тонкая кромка. Вот, чтобы здесь не было четко выраженного коричневого широкого цвета, вот такой полосы. Вот, но это исключительно мои какие-то предпочтения, вы можете делать классическим способом. Ну и обратите внимание на ровные края, мне очень нравится, сыграл захват нити. В предыдущих видео я вам показывала, в чем там суть. Действительно, это спасает от косины полотна. Все прекрасно. Хотя, кстати, тонкая пряжа, она еще более склонна к закручиванию, к косине. Но нет, вообще все в порядке. Напоминаю, схема в описании к этому видео. Вяжите, пожалуйста, образцы. Пишите в комментариях, из какой пряжи вы будете вязать. Какой рисунок вы выбрали. Классические аргайлы или, может быть, аргайлы, да, с теневыми элементами. Или, может быть, вообще не аргайлы, а разного размера ромбы. Пожалуйста, какие вам больше нравятся, выбирайте. И давайте вязать. Спасибо большое. Приятного вам вязания. Будьте здоровы. Пока-пока.